Сегодня выпуск начинается с новости, которую поклонники Зимородка точно не пролистают. Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир снова могут оказаться на одной съемочной площадке. Ну а самое интересное, откуда вообще взялась эта информация и почему пока рано праздновать их возвращение. Дальше Керем Бюрсин. Его имя неожиданно оказалось рядом с прокуратурой и громким расследованием. И по одним заголовкам можно подумать совсем не то, что произошло на самом деле. Разница там принципиальная, и мы спокойно разберем ее по фактам. Поговорим и о Джане Ямане. Сандокан мощно стартовал в Испании, а уже через неделю цифры резко пошли вниз. Плюс Ханде Эрчел, перемены в Халев и возвращение Ханде Сарал. Так что сегодня лучше досмотреть до конца. Несколько историй здесь выглядят совсем иначе, когда узнаешь детали. Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир снова вместе перед камерой. Вот эта история уже несколько месяцев не дает покоя поклонникам Зимородка. Причем на этот раз речь не о случайной встрече, ресторане или очередном снимке издалека. Появилась информация именно о возможной новой совместной работе. История началась после новости об уходе Афры из сериала ABE. Сам уход уже подтвержден. Афра покинула проект еще до завершения первого сезона, а во втором ее в основном составе не будет. Практически сразу появилась другая версия. 18 мая журналист Онур Акай написал, что, по информации его источников, причиной ухода Афры якобы стал будущий кинопроект с Мертом Рамазаном Демиром. Он напомнил и о словах самого Мерта журналистам. Актер говорил, что летом у него может появиться некий сюрпризный проект. Акай связал эти две вещи и заявил, что речь может идти о совместном фильме Афры и Мерта. Ну и попробуйте после этого сказать поклонникам Сейран и Ферита: не спешите. Конечно, интернет моментально побежал впереди съемочной группы. Для огромного количества зрителей Афра и Мерт все еще остаются той парой, которую хочется увидеть вместе хотя бы еще один раз. Зимородок закончился, Сейран и Ферит остались в прошлом, а интерес к самим актерам никуда не исчез. Поэтому новость звучит почти слишком заманчиво. Новый фильм Афра, Мерт, снова одна площадка. Только есть одна проблема. Самого фильма нам пока никто официально не показал. Нет объявления от продюсерской компании, нет названия проекта, нет режиссера, нет опубликованного актерского состава. Афра не выходила с заявлением: да, мы снова снимаемся вместе. Мерт этого тоже не подтверждал. Более того, спустя примерно месяц тот же Онур Акай написал уже куда осторожнее. По его информации, Афра в ближайший период не планирует обычный телевизионный сериал и рассматривает цифровые проекты и рекламу. О конкретном совместном фильме с Мертом в этой публикации, как о решенном деле, речи уже не было. Вот поэтому я бы пока не покупал попкорн. Инсайт есть, причем вполне конкретный. Подтверждения нет. А разница между этими двумя вещами в турецком шоу-бизнесе иногда огромная. Сегодня нам рассказывают про готовый фильм. Завтра выясняется, что актеры только прочитали сценарий. А послезавтра один из них вообще улетел сниматься в другой проект. При этом сама возможность новой встречи Афры и Мерта выглядит вполне логично. Оба после Зимородка получили огромную международную аудиторию. Их имена вместе до сих пор моментально вызывают обсуждение. Для продюсера собрать их снова – это готовое внимание еще до премьеры. Только я бы хотел увидеть их не в попытке сделать Зимородок номер 2. Вот это было бы скучно. Если уж возвращать Афру и Мерта в один проект, дайте им совершенно других героев. Без Ферита, без Сейран, без попытки повторить каждую знакомую эмоцию только потому, что она когда-то хорошо сработала. Мне гораздо интереснее было бы посмотреть, смогут ли они заставить зрителя забыть старую пару хотя бы на 2 часа фильма.
Если завтра официально объявят новый проект Афры Сарачоглу и Мерта Рамазана Демира, вы действительно хотите снова увидеть их любовной парой? Или после Зимородка интереснее было бы столкнуть их в совершенно другой истории? Пока ответа от продюсеров нет. Есть подтвержденный уход Афры из Абы. Есть опубликованный инсайт о возможном фильме с Мертом. И есть огромная аудитория, которая уже ждет продолжения там, где продолжение ей пока никто не обещал. А дальше у нас история совсем другого характера, потому что Ханде Эрчел в последнее время говорит уже не о том, с кем ее хотят увидеть зрители, а о том, каково вообще жить, когда миллионы людей постоянно считают, что знают тебя лучше тебя самой. С Ханде Эрчел сейчас интереснее всего наблюдать не за очередными слухами вокруг нового сериала, а за тем, как сама она изменилась за последние годы. В недавнем интервью Эл Ханде довольно спокойно признала, постоянная публичность научила ее меньше зависеть от чужого мнения. Раньше ей хотелось многое объяснить, контролировать, показать себя правильно. Сейчас, по ее словам, этого желания стало заметно меньше. Она проще относится к тому, что окружающие все равно увидят в ней то, что захотят увидеть. В ее случае это не какая-то красивая фраза для журнала. Достаточно посмотреть, что происходит вокруг Ханде практически каждую неделю. Стоит ей появиться рядом с мужчиной, обсуждают отношения. Назвали ее имя рядом с новым сериалом, через пару часов уже пишут, кто будет ее партнером. Не ответила журналистам, начинают искать причину молчания. Я иногда смотрю на все это и думаю, человек еще ничего не успел сделать, а за него уже написали половину биографии на следующий год. Недавняя история с разведкой показала это особенно хорошо. Ханде успели записать в новый сезон, начали обсуждать ее возможное возвращение к Толге Сарыташу, вспомнили дочерей Гюнеш. Потом выяснилось, что никаких переговоров с проектом она вообще не вела. При таком уровне внимания рано или поздно либо начинаешь бесконечно оправдываться, либо перестаешь реагировать на каждый заголовок. Ханде, похоже, выбрала второй вариант. В работе это тоже становится заметно. Она уже не выглядит актрисой, которой обязательно нужно каждый год появляться в длинном телевизионном сериале, только ради того, чтобы оставаться на виду. Имя Ханде Эрчел и без этого никуда не исчезает. Поэтому она может позволить себе дольше выбирать, пробовать кино, смотреть в сторону более коротких проектов и отказываться от того, что ей просто не подходит. Мне кажется, для нее это сейчас гораздо важнее очередной гонки за рейтингами. Популярность Ханде давно уже не зависит от одного сериала. Настоящий интерес теперь в другом. Сможет ли она использовать эту свободу так, чтобы зритель начал говорить не только о ее внешности, отношениях и партнерах, а о самой работе. Вот это уже было бы действительно интересное продолжение ее карьеры. Как вам кажется, Ханде сегодня стала интереснее именно потому, что перестала хвататься за каждый большой телевизионный проект? Или вы, наоборот, ждете ее возвращения в длинный сериал, где можно несколько месяцев следить за одной историей? Пока Ханде может позволить себе выбирать и не торопиться, у создателей другого сериала такой роскоши нет. После ухода Айбюке Пусат команде Халев приходится решать, как продолжать историю уже без одной из важных героинь. С Халев все намного жестче. Здесь уже не слухи о возможном проекте, а реальный уход одной из главных актрис. Айбюке Пусат завершила историю Мелек в финале первого сезона и покинула сериал. После этого она довольно быстро переключилась на другую работу – независимый фильм «En Mutual Günümde», где получила главную роль и одновременно стала одним из продюсеров. То есть на возвращение Мелек во втором сезоне рассчитывать не приходится. Для Халев это серьезная перемена, потому что Мелек изначально была одной из опор всей истории. Серхат, которого играет Илхан Шен, тайно женился на ней в Стамбуле, а потом оказался в Урфе, где семья ждала от него совсем другой жизни и брака с Йылдыз,
На этом конфликте долго держалась значительная часть сериала. Теперь одной стороны этого треугольника просто нет. Самый дешевый ход был бы понятен – быстренько привести новую женщину и снова заставить Серхата метаться между двумя отношениями. Такое турецкие сериалы умеют делать хоть с закрытыми глазами. Но зачем второй раз продавать зрителю ту же самую историю? Тем более Биран Дамла Йылмаз остается в проекте, а ее Йылдыз уже достаточно сильный персонаж, чтобы не превращать второй сезон в поиск срочной замены Мелек. По имеющейся информации, новый сезон продолжат Илхан Шен и Биран Дамла Йылмаз, а в составе ожидаются несколько новых персонажей. При этом сообщение о том, что продюсеры нашли актрису именно на место Айбюке Пусат, пока нет. Съемки второго сезона планировали начать 15 августа в Урфе. На момент подготовки нашего выпуска я не вижу надежного подтверждения с площадки, что команда действительно вышла на съемки точно в этот день, поэтому не будем придумывать красивую фразу про первые кадры уже снимают. Официально опубликован именно такой производственный план. Зато ясно другое. Времени на долгие раздумья у создателей уже практически нет. Новый сезон приближается, а зрителю нужно объяснить, какой станет жизнь Серхата после Мелек и куда теперь двинутся его отношения с Йылдыз. Мне второй вариант даже интереснее прежнего любовного треугольника. Потому что Йылдыз весь первый сезон жила с мыслью, что Серхат должен быть рядом с ней. Теперь препятствие исчезло. Казалось бы, вот он, момент, которого она ждала. Только получить человека рядом и добиться его любви – совершенно разные вещи. На этом можно построить куда более взрослую историю, чем просто привести еще одну красавицу и снова начать борьбу. Согласны? Или без Мелек для вас сам Халев уже потерял половину интереса? Есть еще одна деталь. По информации турецкой прессы, во втором сезоне планировалось добавить 3 новых персонажей. Среди них называли родственника Йылдырыма. Поэтому обновление истории точно готовится. Просто пока не стоит заранее назначать каждому новичку роль нового любовного соперника. Первый сезон закончился на 35-й серии, а теперь сериалу предстоит доказать довольно простую вещь. Зрители были привязаны только к привычному любовному конфликту, или все-таки к самим героям и миру этой истории. Я бы на месте сценаристов не пытался делать вид, будто ничего не произошло. Уход Айбюке Пусат заметный, публика это прекрасно понимает. Намного интереснее честно использовать эту потерю для изменения героев и дать Серхату с Йылдыз совершенно новую динамику. Пока один сериал пытается перестроиться после ухода звезды, другой только выходит к зрителю и делает ставку сразу на несколько знакомых имен. Причем название у него такое миролюбивое, что я уже заранее немного подозрителен. Ивлик Гюзелдер, брак прекрасен. Для турецкого сериала звучит почти как обещание, которое сценаристы обязательно захотят проверить на прочность. После всех перестановок файлов хочется хотя бы одного сериала, где героев пока не успели выгнать, вернуть, заменить и снова вернуть. Такой кандидат у ТРТ-1 есть Ивлик Гюзелдер, то есть брак прекрасен. Название, конечно, смелое, особенно для турецкого сериала. Обычно там после второй семейной встречи уже хочется проверить, где лежат документы на развод. Главная новость для нас – возвращение Ханде Сарал. Она сыграет Зейнеп, старшую дочь в большой семье Бахтияр. В центре истории находится ее отец Месут, роль которого получил Фикрет Кушкан. Причем профессия у героя подходящая. Он работает регистратором браков и мечтает увидеть замужем своих 5 дочерей. Уже представляете уровень семейного давления. Папа целыми днями расписывает чужие пары, возвращается домой, видит 5 незамужних дочерей и, видимо, считает это личным профессиональным поражением. За комедийной завязкой у Зейнеп будет вполне серьезная история. После ухода матери она фактически взяла на себя заботу о младших сестрах
и привыкла ставить семью впереди собственной жизни. Параллельно возвращается ее незаконченная история с Муратом, которого играет Сечкин Оздемир. Когда-то между ними были отношения, которые не дошли до счастливого финала, а теперь прошлое снова напомнит о себе. Вот эта линия мне кажется куда интереснее обычного знакомства двух красивых героев в первой серии. Здесь люди уже что-то прожили вместе, разошлись и встречаются снова другими. Всегда любопытно смотреть, осталось между ними настоящее чувство или они просто скучают по той версии себя, какими были много лет назад. Сам состав тоже собрали заметный. Кроме Ханде Сарал, Фикрета Кушкана и Сечкина Оздемира в проект вошли Юсуф Чим, Нилсуде Албайрак, Серат Агдемир и другие актеры. В июле команда уже проводила читку сценария. Первоначально премьеру первой серии планировали на 17 августа, то есть как раз на сегодняшний день. При этом ранние публикации отдельно подчеркивали: дата действует, если телеканал не изменит сетку. Поэтому объявлять сейчас, что первая серия уже точно вышла, я бы не стал, пока это не подтверждено самим эфиром ТРТ-1. У проекта, кстати, будет еще одна серьезная проверка. Понедельник в турецком эфире далеко не прогулка по парку. Новому сериалу мало собрать известных актеров и придумать уютную семейную историю. Нужно убедить зрителя вернуться через неделю. Вот тогда и становится понятно, красивый актерский состав перед нами или сериал, который действительно зацепил. Как вам сама идея? Семейная комедия с Ханде Сарал и Сечкиным Оздемиром вызывает желание хотя бы попробовать первую серию, или название «Брак прекрасен» уже кажется слишком оптимистичным для людей, которые много лет смотрят турецкие сериалы. С рейтингами у нового проекта все еще впереди. А вот Can Yaman свой первый экзамен в Испании уже сдал. Причем начал настолько хорошо, что на Телетинко наверняка открывали шампанское. Правда, через неделю бутылку, возможно, захотелось поставить обратно в холодильник. Название Сандакан в Испании сработало как надо. Зрители пришли посмотреть, что получилось у Джана Ямана. Премьера на Телецинко прошла 22 июля, и первый вечер получился действительно сильным. Первый эпизод собрал 11,4% аудитории и 871 тысячу зрителей. Второй поднялся до 12,5%. В среднем две серии дали около 11,8%, а канал выиграл свой временной слот. Для Джана это особенно показательно. Испанская публика знает его давно, местная пресса внимательно следит почти за каждым новым проектом, а встречи с поклонниками регулярно превращаются в небольшое испытание для охраны. Поэтому вопрос был простой. Вся эта популярность существует только вокруг имени актера, или люди действительно придут смотреть его новый сериал? Пришли. Причем очень неплохо. Только через неделю цифры заметно изменились. 29 июля первый эпизод вечера показал уже 7,2% и около 559 тысяч зрителей. Средний результат двух серий оказался в районе 7,9%. Потеря почти 4 пунктов за одну неделю – это уже не мелочь, которую можно просто не заметить. Некоторые турецкие и испанские заголовки после этого довольно быстро заговорили о неудаче. Я бы так не торопился. Первая серия нового дорогого проекта почти всегда собирает дополнительную публику. Одни включают телевизор из-за рекламы, другие приходят ради Джана, третьим просто интересно, каким получился новый Сандакан. Через неделю начинается куда более честная проверка. Понравилось ли зрителю настолько, чтобы он снова потратил вечер на продолжение. Пока мы видим две вещи одновременно. Can Yaman способен привести к экрану большую аудиторию. Премьерные цифры это прекрасно показали. А вот удерживать эту аудиторию уже должен сам сериал. Популярность актера здесь работает примерно как очень красивая вывеска ресторана. Она заставит вас зайти внутрь, но если еда не понравилась,
на следующей неделе одной вывески будет маловато. Тем более Сандукан не история, которую придумали специально под Джана. Это знаменитый литературный персонаж Эмилио Сальгари, которого зрители разных поколений уже видели в других экранизациях. В Испании хорошо помнят и телевизионного Сандукана 70-х годов. Новому сериалу приходится конкурировать не только с другими каналами, но еще и с воспоминаниями публики. А с воспоминаниями вообще спорить тяжело. Там и актеры всегда красивее, и музыка лучше, и телевизор в молодости почему-то показывал интереснее. Поэтому я бы сейчас не ставил на Сандакане ни знак победы, ни крест. Первый вечер был отличным, вторая неделя стала тревожнее. Дальнейшие результаты покажут, был ли спад обычной коррекции после громкой премьеры, или зрители действительно начали уходить. Мне интереснее другое. Джан столько лет строил международную карьеру, что теперь его проекты проверяют уже не только турецкими рейтингами. Италия, Испания и другие европейские рынки для него давно стали такой же частью профессии, как работа дома, и это довольно редкая позиция для турецкого актера. Как вы смотрите сериалы с любимыми артистами? Если сюжет перестал нравиться, продолжайте ради актера или спокойно выключаете. Я могу выдержать пару слабых серий из уважения к хорошему исполнителю, но потом все равно начинаю поглядывать на часы, а это для любого сериала плохой знак. У Сандукана впереди еще есть возможность удержать испанскую публику. Джан свою работу по привлечению внимания уже сделал, теперь очередь сценария. А вот имя Керема Бюрсина в последние недели появилось в новостях совсем по другой причине. Ни премьера, ни рейтинги и не новый романтический сериал. Его пригласили дать показания в рамках расследования вокруг AHB App. И здесь особенно важно разобраться, что произошло на самом деле, потому что один громкий заголовок способен создать совершенно ложное впечатление. Когда рядом с фамилией известного актера появляются слова «прокуратура» и «расследование», дальше обычно начинается соревнование заголовков. Кто напугает читателя сильнее? История с Керемом Бюрсином как раз тот случай, где лучше сначала открыть саму новость, а уже потом делать выводы. В конце июля Керема действительно пригласили в Стамбульскую прокуратуру в рамках расследования, связанного с благотворительной организацией Айхбаб. Вместе с ним показания давали и другие известные люди. Керем приехал в здание суда в Чаглояне 31 июля. Самое главное здесь, в каком качестве он туда пришел. По опубликованной информации, актера пригласили рассказать о его взаимодействии с организацией и о пожертвованиях. Данных о том, что Керему предъявляли обвинения, в открытых источниках нет, поэтому фразы вроде «Бюрсин оказался под следствием» или «У Керема проблемы с законом» в данном случае просто искажают ситуацию. Из его показаний стали известны довольно конкретные детали. Керем рассказал, что лично с Халуком Левентом не знаком и никогда не встречался с ним лицом к лицу. После большого землетрясения он распространял в социальных сетях реквизиты разных организаций, которые собирали помощь, и сам перечислял средства. По его воспоминаниям, Айхбаб он пожертвовал около 200 тысяч лир. Позже актер через менеджера интересовался, куда пошли деньги, и получил от организации документ, похожий на квитанцию. Точные детали этого документа Керем, по его словам, уже не помнит. Еще важнее была его позиция по поводу возможного неправильного использования средств. Бюрсин заявил, что если пожертвованные им деньги действительно были использованы не так, как ему сообщали, то пострадавшим он считает и самого себя. При необходимости актер готов воспользоваться правом подать жалобу. Картина после этого выглядит уже совсем иначе, правда? Человек перевел собственные деньги, поделился реквизитами организации со своей аудиторией. Спустя несколько лет его пригласили объяснить, как именно все происходило.
В интернете из этого очень легко сделать историю про громкий скандал Керема Бюрсина, хотя содержание его показаний говорит совсем о другом. Меня здесь больше цепляет другой момент. Когда происходит крупная беда, известных людей постоянно спрашивают, помогли они или нет. Если молчат, получают претензии. Если публикуют сбор, их примеру следуют поклонники. А если позже к организации появляются вопросы, фамилия знаменитости снова оказывается рядом с этой историей. Получается довольно неприятная ситуация. С одной стороны, человек с многомиллионной аудиторией действительно должен осторожно относиться к тому, что рекомендует. Его публикация вызывает больше доверия, чем сообщение обычного пользователя. С другой стороны, странно требовать от актера, который сам перечислил деньги, чтобы он лично проводил финансовую проверку благотворительного фонда. Все-таки Керем Бюрсин – актер, а не ревизионная комиссия с папкой документов под мышкой. Поэтому мне его объяснение кажется вполне понятным. Он помог организации, которой в тот момент доверял, и теперь сам хочет знать, что произошло с его пожертвованием. А вы где провели бы границу ответственности? Если известный человек поделился реквизитами фонда и сам отправил туда деньги, должен ли он отвечать за дальнейшие действия организации? Или ответственность знаменитости заканчивается там, где начинаются внутренние финансовые решения самого фонда? Я бы точно не смешивал эти вещи. Пока открытая информация показывает, что Керем пришел дать показания, рассказал о собственном пожертвовании, объяснил характер своих контактов с Экбаб и заявил, что при неправильном использовании денег тоже считает себя пострадавшей стороной. Все остальное без новых доказательств будет уже не расследованием, а фантазией. И эта история хорошо показывает одну простую вещь. Громкое имя в заголовке еще не означает громкую вину. Иногда человеку достаточно прочитать не первые 5 слов новости, а следующие 5 абзацев, и перед ним уже совсем другая картина. На этом сегодня все. Напишите в комментариях, какая из этих историй зацепила вас сильнее всего. Возможное возвращение Афры Сарачоглу и Мерта Рамазана Демира, перемены вокруг Ханды Эрчел, новый этап Халев, старт Сандакана с Джаном Яманом или история Керема Бюрсина. Мне особенно интересно почитать ваше мнение по двум темам. Хотели бы вы снова увидеть Афру и Мерта в одном проекте, и как относитесь к ситуации вокруг Керема? Если выпуск вам понравился, поставьте лайк, это действительно помогает ролику дойти до тех, кто тоже следит за турецкими сериалами и актерами. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть такие разборы, без лишней выдумки и с нормальным отделением фактов от слухов. Спасибо, что досмотрели до конца. Скоро увидимся в новом выпуске. Там, судя по темпу турецких новостей, скучно точно не будет.